Маленькой девочке оставалось жить всего несколько дней. Но то, что сделал ее щенок немецкой овчарки, заставило плакать даже опытных врачей. В старой больнице, среди заснеженных лесов, под Новосибирском, палата номер 214 казалась отрезанной от мира. 7-летняя Соня угасала. Ее дыхание было слабым, лицо почти сливалось с белыми простынями, а аппараты лишь поддерживали жизнь. Ее мать Лидия не отходила от кровати, цепляясь за каждое движение дочери, хотя надежда почти исчезла. В одну из ночей в коридоре появился черно-белый пес. Он вошел в палату тихо, будто знал дорогу. Никто не остановил его. Медсестра Катя лишь замерла, не в силах сделать шаг. Пес подошел к Соне, запрыгнул на кровать и осторожно положил лапу на ее руку. И тогда произошло первое чудо. Девочка, которая долгое время не реагировала, вдруг шевельнулась и прошептала, что он рядом. С этого момента ее состояние начало меняться. Пса назвали Артем. Он не отходил от Сони ни днем, ни ночью. Врачи сначала пытались объяснить происходящее, но вскоре перестали. Показатели девочки улучшались слишком быстро. Пульс выравнивался, дыхание становилось ровнее, а мозговая активность, почти исчезнувшая, возвращалась. Лидия не задавала лишних вопросов. Для нее было достаточно того, что дочь снова открывает глаза и иногда даже улыбается. Однако с наступлением ночи в палате происходило нечто странное. Температура резко падала, лампы начинали мерцать, а в дальнем углу комнаты сгущались тени. Артем каждый раз вставал и смотрел в одну точку, будто видел там что-то невидимое людям. Соня тоже иногда переводила туда взгляд и тихо говорила, что пес не даст чему-то приблизиться. Однажды ночью все достигло предела. Холод стал почти невыносимым. Аппараты начали давать сбои, а Соня задышала тяжело и прерывисто. Лидия в отчаянии звала на помощь, но коридоры оставались пустыми. В этот момент Артем встал между кроватью и темным углом. Его тело напряглось, шерсть встала дыбом. Он рванулся вперед, будто вступил в схватку с невидимым противником. Раздался глухой звук, словно удар о преграду, и внезапно все стихло. Холод исчез, воздух стал теплым, а приборы пришли в норму. Соня открыла глаза и прошептала, что пес не позволил этому забрать ее. Когда врачи вошли в палату, они увидели лишь измученную мать ребенка, чье состояние неожиданно стабилизировалось, и пса, стоящего настороженно, будто он только что защитил свою хозяйку. С того дня Соня начала быстро идти на поправку. Она уже могла сидеть, говорить и даже рисовать. Ее рисунки сначала были странными. Круги, тени, непонятные фигуры. Но со временем в них стало появляться больше света. Врачи говорили о редком случае выздоровления, но между собой признавались: объяснить это невозможно. Медсестра Катя рассказала Лидии, что подобное уже происходило раньше. Много лет назад в этой же палате лежали другие дети, и каждый раз появлялся такой же черно-белый пес. После этого дети неожиданно выздоравливали, а пес исчезал так же внезапно, как приходил. Лидия не знала, верить ли этому, но видела собственными глазами. Артем был не просто собакой. Когда пришло время выписки, Соня уже могла ходить, держась за руку матери. Врачи провожали их молча, не находя слов. Лидия спросила, останется ли пес с ними. Никто не дал точного ответа. Казалось, он пришел ради Сони и уйдет, когда его задача будет выполнена. У выхода из больницы девочка остановилась, обняла Артема и тихо спросила, помнит ли он ее. Пес не ответил, но его взгляд был внимательным и спокойным. В нем читалось что-то большее, чем обычная преданность. Соня и Лидия уехали домой, а история палаты номер 214 осталась жить в воспоминаниях врачей. Никто так и не понял, кем был этот пес – случайным спасителем или чем-то большим. Но одно стало ясно – иногда граница между жизнью и смертью проходит там, где появляются верность, тепло и необъяснимая защита. И в ту ночь именно это спасло маленькую девочку.